Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание серебру и поговорим о том, почему на человеке чернеет серебро, о чем это говорит и как избавиться от этой черноты на серебре. А далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Вы знаете, серебро не теряет своей актуальности и ценности среди металлов в нашем современном мире. До сих пор многие женщины, девушки, даже мужчины любят носить серебро. И серебро подходит к любому наряду, как днем, так и вечером. И, конечно же, есть люди, которые достаточно сильно любят серебро, они чувствуют серебро, но иногда по неясным причинам серебро может потемнеть. И вы знаете, как правило, вот такое происходит с серебром именно с повседневными украшениями, которые сопровождают человека везде и всюду. Итак, почему на человеке чернеет серебро? И здесь есть разные варианты. Существует несколько объяснений причин черноты на серебре. Во-первых, считается, что серебро меняет цвет и под воздействием особой энергетики. Также, как вариант, если мы не рассматриваем эзотерическую сторону этого действия, то это реакция на проблемы в организме хозяина украшения. И также, как вариант, почернение – это результат контакта металла с кожей. Конечно, возникает вопрос, а какой же вариант правильный и важный для человека? Вы должны понимать, что серебро в первую очередь это очищающий металл. И на энергетическом уровне именно серебро очищает ауру человека и служит оберегом. Также серебро исполняет роль стража нашего мира, закрывая собой определенные каналы. И вы знаете, серебром можно одолеть любую нечисть. Чернота, как правило, на серебре образуется от впитанного негатива. Если человек, например, недолго поносил украшение и оно вдруг почернело, то это говорит нам о том, что оно произошло и вступило в реакцию под влиянием негативной энергетики. Это может быть и порча, это могут быть какие-либо другие магические воздействия, которые несут угрозу хозяину такого украшения. Также серебро может указывать и на скрытые какие-то болячки. Поэтому, если ваше серебро почернело, обязательно займитесь своим здоровьем. Также серебро вы можете рассматривать как индикатор наличия у вас проблем со здоровьем. Знаете, если вот почернело серебро или появился такой налет на металле, вы это увидите. То есть это не такой цвет серебра, как обычно. И, как правило, налет на металле возникает, когда человек выделяет определенное количество пота. Поэтому тем, кто, например, занимается спортом, находясь, например, в цепочке, имея кольцо, сережки, потому что и когда вот занимаетесь спортом и носите серебряное украшение, то, как правило, серебро также теряет свой блеск. Но обращайте внимание, как быстро, в течение какого периода такая цепочка меняет свой цвет, потому что это как минимум говорит об изменении состава
вашего тела, и поэтому происходит и окисление. Также подобные перемены в вашем теле могут говорить и о том, о чем вы еще даже не в курсе. Поэтому, если вы заметили такое, не всегда думайте, что у вас это порча или сглаз, или кто-то навел что-либо на вас. Возможно, вам нужно и проверить свое здоровье. Конечно, бывает и так, что и само качество такого ювелирного изделия говорит о том, что оно может чернеть. И все зависит от того, из какого оно состоит сплава. Чаще всего для твердости изделия в состав серебра могут добавлять медь. И если меди слишком много в таком изделии, то изделие очень быстро чернеет. И придать ему уже вот такой вот вид практически невозможно. Поэтому во время приобретения украшений из серебра советуем брать украшения проб 925 пробы или 960. Украшения этой пробы будут очень долго сохранять свой первоначальный вид и в дальнейшем будут легко поддаваться чистке. Также на серебро влияет влажность и температура, загазованность воздуха и деятельность хозяина этого украшения. Потому что при постоянной повышенной температуре и высокой влажности металл начинает покрываться коррозией. Это происходит особенно часто, если вы живете в крупных промышленных городах, где воздух наполнен определенными выхлопными газами. Что же касается, как почистить такое украшение, то способов в интернете предостаточно. Вы можете и почистить, например, помадой, нанести на украшение и мягкой щеткой, например, зубной щеткой протереть ваше серебряное украшение. Также вы можете с помощью зубной пасты сделать. Также вы можете это сделать с помощью уксуса, соды, соли. Эти процедуры вы можете провести для того, чтобы очистить. Но помните, если меди в серебре предостаточно, то, к сожалению, никакая очистка вам не поможет. Поэтому, друзья, мы надеемся, что вы не будете переживать и нервничать, думая о том, что как только потемнело серебро, то сразу это говорит о том, что у вас начались какие-то проблемы. Нет, не всегда это так, и это бывают и другие причины возникновения черноты на серебре.